Всем привет, парни и девушки. Итак, в этом видео речь пойдет о свежей новинке RTX 4070, точнее, то есть свежесть заключается в том, что убрали в конце приставку TI. Еще также подрезали здесь CUDA ядра, RT ядер было 60, у 4070 Ti стало 46, также подрезали тензорные ядра заметно. В общем, новая 4070 без TI сбросила примерно 25% с технической части, но зато, внимание, у нее будет теперь ниже теплопакет, станет 280, то есть не 285, а 250. Плюс к этому у нас остались 12 VRAM быстрой памяти GDDR6X. И самое важное, что я заметил, вернулся наконец-то нормальный, привычный коннектор питания. Причем в нашей модели от Polit вернулся он не в виде 3 или там 2 8-пиновых разъема, а у нас, внимание, всего один слот под 8 пин, и на этом все. То есть у нас питание реализовано примерно на том же уровне, то есть как и в слабенькой RTX 3050, но только это не 3050, а 4070, что в несколько раз быстрее 3050. Но и самое важное отличие между базовой 4070 Ti и обычной 4070 — это ее цена. Вот сегодня, например, продается, скажем, в DNS стандартная 4070 Ti от Polit, ну там самая дешевая, за 77 тысяч с копейками, что примерно там на уровне рекомендованной цены в $900. И в то же время новая упрощенная 4070 без Ti, рекомендованная ее цена $650, возможно будет 700, что по курсу порядка 55-60 тысяч рублей или 23 тысячи гривен-300 тысяч тенге. В общем, разница в цене очень заметная, почти в 200 баксов, но теперь интересно, насколько хуже 4070 в отличие от 4070 Ti. К сожалению, у меня сейчас конкретно на руках нет 4070 Ti, но я посмотрел видео зарубежных техноканалов, и судя по их тестам, 4070 Ti быстрее обычной 4070 примерно на 10-15, возможно 20 кадров местами. И это как раз и есть те самые минус 25, возможно 20% мощности. То есть обычную 4070 можно, конечно, рекомендовать для 4К мониторов на ультра, но так прям очень с натяжкой будет там 4К. И лучше всего, я думаю, рекомендовать 4070 для широкоформатных ультра-вайд мониторов на 34 дюйма с разрешением там 3440 на 1440. Это меньше, чем 4К, но больше, чем 2К, так что 4070, я думаю, должна стать очень популярной для людей с 2К мониторами и широким форматом. Плюс немножко даже в 4К можно вступить одной ногой. В общем, обязательно все это протестируем, а сейчас позвольте немножко отвлечься. И хочу представить вам спонсора этого видео — FairSpin, место, где можно испытать удачу и заработать. Проект создан в 2018 году и постоянно развивается. Более 7000 игр и более 70 провайдеров уже ждут тебя прямо сейчас. FairSpin — это лицензированная блокчейн-платформа с прогнозами как на спорт, так и на киберспорт. Каждый ваш прогноз автоматически фиксируется в блокчейне без возможности подмены. Очень быстрая и удобная регистрация всего за пару кликов. И как же тут без бонуса, вы спросите? Вы получите 200 TFS токенов после регистрации. Кстати, TFS и токены торгуются на децентрализованных биржах, например, PancakeSwap, Uniswap и Cryptology. У FairSpin присутствуют две блокчейн-программы. Это Hold to Earn, в ней можно отправить свой токен стейкинг на 8 часов, 24 часа или даже 3 дня и заработать на этом проценты без потери. Далее есть также Play to Earn, в нем вы получите токены, делая прогнозы. Пополнять счет можно с помощью крипты, электронного кошелька или банковской карты. При пополнении вы получите бонус до 450% и до 140 фриспинов за первые 4 депозита. Также напоминаю, что в FairSpin есть бесплатная версия игры. Это если у вас нет возможности тратить настоящее золото. Всем желаю удачи. Ну а мы вернемся к теме нашего видео, друзья. Итак, RTX 4070 в исполнении Polit, если вкратце, то это прям очень бюджетная версия, и явным признаком ее бюджетности является то, что сама видеокарта имеет полностью пластиковый корпус, и на лицевой части все из пластмассы, и на тыльной тоже, как бы бэкплейт, он полностью пластмассовый. Мне эта модель, если честно, очень сильно напоминает RTX 3060 от Polit, если помните, была такая, все то же самое по сути, только размеры карты заметно больше. У нас две очень большие вертушки и крупный радиатор. В целом я даже не знаю, о чем рассказывать именно про эту модель. Я уверен, это будет, самая дешевая версия 4070 Ti. По сути, так и было и есть с RTX 3050, 3060, 4070 Ti. В общем-то, Polit делает самые дешевые варианты своих видеокарт. Но что удивительно, при этом качество их моделей остается стабильно рабочим. И людям это очень нравится, и они это берут. Но окей, ладно, я думаю, самое время все-таки пройтись по тестам, запустить парочку игр, замерить температуру и потребление энергии, чтобы понимать, какой блок питания потянет
4070 с новым питальником, привычным, и тестировать мы будем на широкоформатных мониторах, о чем я и рассказывал в начале видео. Итак, 4070 идеально подходит по мощностям под такие мониторы, именно широкоформатные, и на простом 30-дюймовом Xiaomi в разрешении 2540 на 1080 у нас киберпанки на запредельной с трассировкой и DLSS качество 120-130 FPS. Да, я понимаю, что это вообще не показатель тестировать в таком разрешении, но действительно есть такие мониторы 30-дюймовые с таким разрешением, так что чисто ради интереса я это все проверял. А теперь, значит, повышаем требования и запускаем тот же киберпанк, тоже на широком мониторе Thunder Robot, но теперь уже в разрешении 3440 на 1440 и DLSS в режиме баланс. А саму резкость именно этого DLSS я поставил выше не 0.5, а целая единичка. Так что картинка кажется более резкой, хоть и теряется немножко кадров. Что ж, с такими настройками на ультра и лучами у нас в среднем 80-90 кадров. Это более чем приличный запас для киберпанка. И также интересно, что температура на видеокарте поднимается там, ну, примерно на 69-70 градусов. И съедает видеокарта чуть меньше 200 ватт. Ну, там 190-195 с копейками. Таким образом, можно сказать, что этой видяхе будет в идеале поставить блок питания на 600, возможно 650 ватт. Это чтоб немножко было с запасом. С учетом такой приличной мощности и температуры, как по мне, это отличный результат. Еще раз напомню, у нас киберпанк на ультра с лучами в высоком разрешении, что почти в 3 раза выше, чем стандартный Full HD, и больше, чем 2К. И получаем при этом 80-90 FPS. Мы уязвимы! Окей, друзья, идем далее. Теперь с вами давайте запустим не менее требовательный проект. Это обновленный третий Ведьмак на экстремальных настройках с лучами и DLSS баланс. И как видим, тут у нас еще более сложная ситуация, чем с киберпанком. Очень требовательным все еще остается Ведьмак третий, то есть обновленный Ведьмак с трассировкой, поэтому получаем с вами 65-80 FPS. Да, это я понимаю не 80-90, но в таком разрешении и такими настройками 3000 серия RTX просто бы померла сразу, и мы бы увидели там, ну, не больше 20-30 FPS, даже на топовых 3080. Просто в 4000 серии, напомню, для тех, кто не в курсе, есть поддержка DLSS 3.0 и конструкция кадров, то есть построение кадров через этот же DLSS, и это очень сильно выручает и в Киберпанке, и в Ведьмаке, и вообще в будущих проектах. Это придает чуть ли не плюс 100% к общей скорости, и только за это, пожалуй, и стоит обратить внимание на 4000 серию, именно за построение кадров через DLSS третьей версии. Ну и в конце, друзья, еще давайте с вами запустим Forza пятую часть на ультра. Все как обычно в широком формате, и тут у нас в общем-то 100-120 FPS на самых запредельных экстремальных настройках. Я думаю, даже в 4К тут будет, стабильно работать больше 60 FPS. Одним словом, упрощенная 4070 идеальная видяха под мощности именно, то есть для разрешения больше чем 2К. Например, там ультраширокие мониторы, под нее просто идеальный выбор, и даже можно в 4К, но здесь уже не ультра настройки, а, например, там очень высокие. Скорее всего, следующая новинка, то есть станет, я думаю, 4060, уже будет, я думаю, просто отличная для 2К на ультра, а вот 4050 станет народной именно для Full HD. В принципе, все как раз и повторяется, как было с 3000 линейкой видеокарт, но только теперь 4050 и 4060 будут иметь поддержку DLSS третьей версии, и это дает прям двукратный прирост в скорости, и при этом температура ниже и также ниже потребление энергии. Однозначно, я с самого начала рассказывал своим зрителям, что не бойтесь переходить с 2000 и даже с 3000 серии на новые RTX 4070, 4080 и так далее. Это дает очень серьезный скачок в скорости не на 20, 25 и на 30%, а за счет DLSS третьей версии это целый плюс 100%, и при этом цена за такой буст явно небольшая. Вот скажем, сейчас стоит, например, 3070 Ti, там в DNS 60 тысяч, самая дешевая, и в то же время 4070 Ti стоит самая дешевая 76 тысяч рублей. Разница буквально в 16 тысяч, но при этом мы получаем прирост, я думаю, двукратный, именно за счет включения DLSS третьей версии. Так что, друзья, имеем то, что имеем. Окей, я думаю, на этом уже стоит заканчивать видео. Если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь. Увидимся с вами уже очень скоро. Еще раз я желаю вам не болеть и до новых встреч на канале. Всем удачи, пока-пока.